Поехали! Ну и куда поехали в 40-градусную жару? В пустыню? Опять в пустыню? Холмы Иудейской пустыни бесспорно красивы и притягательны. Но сейчас, в разгар лета, и все же Иудейская пустыня богата сюрпризами. И один из них у нас сегодня. Все еще впереди. Вас восхищает то, что вы видите? Красота, величие, монументальность. Земля библейской истории. Яркая зелень среди пожелтевших склонов показывает путь источника. Мы приехали в заповедник источника Мабуа. Внучка Мия опять с нами, ведь сейчас летние каникулы, вот и путешествуем вместе. Куда бежит ребенок? К дедушке? Да нет, к ларьку с вкусняшками. Очень важный момент. Пить просто необходимо. Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня приехали в интересное очень место, чтобы посмотреть и показать вам очень удивительное явление, которое происходит здесь с источником. Привет! Итак, добро всем пожаловать в Эн Мабуа. Сегодня это милый ручеек. Так и зовет. Поиграй со мной. А так ручей выглядел в конце марта этого года. Здесь уже не до игр. Разница очевидна. Мы приехали часов в 11 будний день, и людей пока было мало. Чего же так терпеливо ждет ребенок рядом с эвкалиптом-богатырем? Конечно же, купание в бассейне. Эвкалиптом на участке чуть менее 100 лет. Дождалась и готова к заплыву. Чтобы понять феноменальность этого источника, нужно просто подойти поближе и посмотреть, что же это за постройки. И мы видим за мной некое круглое строение, похожее на глаз, бетонное, и бассейн. А вы знаете, что этот бассейн построили англичане? В 1927 году началась программа по постройке водопровода из Эн-Прат, источника Эн-Прат в Иерусалим, потому что в Иерусалиме свирепствовала эпидемия холеры. И ввиду этого запретили водосборники. А позже, в 1931 году, вот за мной здание, которое вы видите, построили британцы. Британцы продолжили систему водоснабжения Эн-Прат сюда, в Эн-Мабуа. И вот эти, собственно говоря, постройки, которые используют сейчас Управление парков и природы Израиля, остались от британского мандата. Позже, еще через несколько лет, они еще ниже, вниз по руслу ручья Эн-Прат, построили в Эн-Кельт, третью насосную станцию. И практически эта система работала достаточно успешно. До сих пор можно увидеть такие ржавые трубы. Они имели соединения по 6 метров. Их 6 мужчин несли, так сказать, нанятых англичанами. И вот остатки этого британского водопровода существуют до сих пор. Что же здесь уникального и феноменального? Вот в этой скале напротив мы видим
некие строения, но источника самого не видим. Он скрыт от глаз. Он находится внутри. Это уникальный пульсирующий карстовый источник, который формируется здесь в скалах, прямо внутри скал. Год за годом в сезон дождей накапливается вода, такие как бы маленькие полости. И таких полостей великое множество. Вода просачивается через эти полости, и уровень этих подземных как бы микропещер, он разный. Что-то выше, что-то ниже. И все это стекает в один единый водосборник. В этом водосборнике вода со всех этих мелких полостей стекает в одно пространство. Ну, примечательно, что выход, допустим, с водосборника находится в высокой точке, но он образует такую естественную каменную трубу, которая поднимается, как узкая каменная труба. И он выходит не вниз, а наоборот поднимается наверх. Итак, мы выяснили, что с подземного водосборника выход к британскому бассейну идет не как обычно вниз, а через сифонную, естественную каменную трубу. Что это дает? Вода поднимается вместо того, чтобы течь вниз, наверх и образует феномен сообщающихся сосудов. И если в зимний период уровень воды такой большой, что это явление не происходит, то в летний период происходит следующее явление. Вода в этом бассейне, включая круглую часть, неожиданно начинает уходить вниз. Происходит буквально опускание воды, и многие задаются вопросом, как же это происходит? А происходит это ввиду того, что в водосборнике подземном уровня воды не хватает для того, чтобы поднять ее через сифонную трубу, как мы отметили. Вот замечательная схема, я показываю вам, как это происходит. Вы видите сифонную трубу, вы видите эту полость подземного аквифера, практически карстового провала. И вода потихонечку уходит на глазах посетителей. Иногда летом такое явление может быть 1 раз, 2, иногда 3, до 4 раз и больше. А потом происходит обратное поступление воды через 15 минут. Почему? Потому что из этих микрополостей вода снова наполняет подземный основной водосборник. Вызывает удивление, а зачем вот эта круглая часть? Потому что британцы построили здесь насосную станцию. И чтобы воздух не попадал в насосную станцию, они сделали круглый бетонный бассейн. Но сейчас его закрыли такими специальными решетками для безопасности, и дети очень любят забираться в него, купаться, потому что это мелко здесь и так далее. Дети любят забираться в этот круг, но им самим это сделать нелегко. Как вы уже поняли, он был задуман совсем для других целей. Итак, мы говорили о том, что это явление происходит именно летом. Нет достаточно давления воды вот в этих мелких полостях, которые способны по закону сообщающихся сосудов поднимать воду через вот эту сифонную естественную трубу. И что же получается? Давление воды в бассейне существует, и оно выталкивает все оставшиеся воды назад в ручей Прат. И таким образом происходит исход воды из бассейна. И мы не раз наблюдали, как происходит это явление. Есть и уникальные кадры. И вот мы приехали сюда, чтобы увидеть и снять вот такое явление опустошения воды из бассейна, естественный его выход по закону сообщающихся сосудов под давлением воды. Ну, надеемся очень, что сегодня мы тоже увидим это явление.
А вот это руины церкви у источника. А в этом месте пишет еще знаменитый Кирилл Скифопольский, агеограф Святой Земли, и упоминает ее как лавру у источника. Так вот, мы видим мозаичное полотно, которое было найдено здесь еще англичанами в 1931 году. Частично здесь есть оригинальные мозаики византийского периода, а некоторые вещи уже реставраторы дополнили. И где же они брали уникальные вот эти вот мозаичные камни? 100 метров ниже по руслу ручья отсюда. Дело в том, что англичане нашли руины церкви и засыпали мелкой галькой, прям таким толстым слоем мелкой гальки. И с 1931 года по 1988 вот эти мозаики ждали своего нахождения. В 1988 году в рамках благоустройства участка управления парками было найдено вот это мозаичное полотно и часть церкви у источника. Таким образом, получается, что византийский период это с 4 по 7 века, скорее всего, это мог быть и 4 век, мог быть и 5, мог быть и 6, и 7. Здесь существовал монастырь, нашли еще остатки его неких строений, 100 метров ниже отсюда. И удобно было, хорошая вода из источника. А если есть вода в горах, в пустыне, то, соответственно, можно выжить монахам, верно? И здесь они молились, это было молитвенное место, небольшая церковь, церковь у источника. Вот апсида алтарной части. И предел верных вот совершенно небольшой. А вот здесь нартекс, то есть то место, куда входили в церковь. И, соответственно, алтарная часть нам показывает направление на восток. Соответственно, ручей Ефрат продолжает свое движение тоже на восток, пересекая Иудейскую пустыню. Важно отметить, что ручей Ефрат начинается в Иерусалиме. Что такое Ефрат? Это, в принципе, Малый Ефрат библейский. Там, где спустился в горы пророк Иеремия и спрятал свой пояс льняной. В одной из книг Иеремии упоминается это событие. Далее ручей Ефрат продолжает, где-то примерно 5,5-6 километров, сюда, в сторону Эн-Мабуа, недалеко отсюда, где-то в километре, он встречает еще один приток, который называется Михмаш, и продолжает уже объединенной водой до Эн-Кельт, вот сюда вниз за мной, в это живописное ущелье. Многие паломники и туристы знакомы с такими местами, как монастырь Георгия Хазевита в Иудейской пустыне и Иерихон. Но не все знают, что источник или акведук, который они видят возле монастыря Георгия Хазевита, это тот же Ефрат, который продолжается. Доходит до Иерихона, и в Иерихоне есть упоминание в Библии, когда пророк Елисей бросил щепотку соли в поток воды, и она стала сладкой и хорошей для питья и для сельского хозяйства и так далее, пригодной для жизни. И как вы думаете, какой поток же Елисеев? Это те же воды ручья Ефрат, больше там нет никаких. Он протекает через древний Иерихон и впадает в реку Иордан недалеко от места крещения, которое известно практически всем, и паломникам, и туристам, и местным жителям. Все хорошо знают это место Вифавара. Таким образом, длина всего ручья Ефрат
составляет примерно 32 километра. И это уникально. Его вода течет даже в летний период. Вот мы слышим сейчас сильный, хороший поток воды. А так выглядят живописные ущелья ручья Прат на пути от заповедника Эн-Прат к источнику Эн-Мабуа. Здесь также можно прийти к популярному месту искупаться в маленьких природных бассейнах, известных под названием Маленький Йонатан или Йонатан Акатан на иврите. Все это очень живописные места, которые популярны среди посетителей. И существует вот от этого места Эн-Мабуа, кстати, оно бесплатно, одно из немногих мест, которое бесплатно для посетителя, можно совершить различные маршруты. Есть, например, маршрут вот в эту сторону, в Энкель, есть маршрут с Эн-Прат до Эн-Мабуа, но когда они открыты или закрыты по тем или иным причинам, их расписание лучше уточнить на официальном сайте Управления парков и природы государства Израиль. Там всегда есть расписание, что закрыто, что открыто. И вы, зайдя на их официальный сайт, можете увидеть самую обновленную, точную информацию по маршрутам. Потому что маршруты, например, Эн-Прат, Эн-Мабуа и Эн-Мабуа-Энкель, они достаточно серьезной сложности. И идут сюда уже путешественники опытные. Поэтому важно уточнить. Мы оставляем ссылку на эти маршруты под описанием этого видео. Самое важное и серьезное мы рассказали. Теперь просто понаблюдаем. Публика со временем менялась, людей прибавлялось. Мы оставались еще и еще в надежде увидеть опустошение бассейна. Сегодня бассейн опустошался только один раз, и нас в это время просто здесь не было. Время и количество пульсаций определить невозможно. Я много раз наблюдал это явление природы. Буквально неделю назад, в течение одного дня, вода из бассейна уходила и наполнялась вновь 4 раза. Кстати, у внимательных слушателей может возникнуть вопрос: а почему круглый бассейн называют глаз? Я это название произносил в самом начале. Неужели только из-за его геометрической формы? Смотрите, это март месяц, и бассейн наполнен до краев. Вода просто стоит над ним, создавая выпуклую форму. Правда же похожая на роговицу глаза? Как видите, желающие искупаться есть в любое время года, было бы солнце. К источнику любят приезжать и палестинцы, потому что въезд сюда разрешен, и израильтяне. Сравним картинку по времени года. Это водопадик летом. Даже водопадом сложно назвать. Просто вода просачивается сквозь скалы. А это конец марта месяца. Неожиданно на склоне гор появилось несколько газелей. Похоже, нас заметили. Это очень милые и грациозные животные. Они живут здесь в ущелье и по несколько раз в день приходят на водопой к источнику. Глава семейства. В одном из псалмов царя Давида упоминается это животное. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя
к тебе, Боже. Трубы водопровода до сих пор напоминают об англичанах и их проекте водоснабжения Иерусалима в конце 20-х, начале 30-х годов 20-го столетия. Утес в форме отдыхающего, но зорко смотрящего за порядком льва напомнил о колене Иуды, символом которого является лев. Сегодня здесь отдыхали в основном арабы. Есть дни, когда к источнику приезжают религиозные иудеи, мужчины разного возраста, для совершения ритуального омовения. Этот бассейн с проточной водой используется ими как миква. Лариса задалась вопросом, а что это так привлекает в полупустом бассейне большое количество мужчин? Ответы напрашивались сами. Либо ждут ухода воды, либо их привлекает экзотический педикюр. Ведь дно бассейна кишит рыбой. Видите, при таком скоплении мужчин женщин арабских нет совсем. Они присели с маленькими детьми ниже по течению. Мия наконец получила традиционное мороженое. Это значит, что мы скоро уезжаем. Вода из бассейна не ушла, а мы так ждали. Но с природой не поспоришь. Дорогие друзья, наше маленькое путешествие заканчивается. Всем доброго здоровья и благополучия. До новых встреч!